Добрый день, дорогие друзья. Мы приветствуем вас в стенах Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Встреча, которая сегодня состоится, носит примерно такой характер. Мы встречаемся с двумя руководителями общественной, неправительственной американской организации, которую по-русски мы назвали так для себя: «Нет полицейскому государству». Контакты с этой организацией поддерживает посольство Беларуси в США. Основное направление деятельности этой неправительственной организации – участие в демонстрациях и митингах, которые проводятся или организуются американскими антивоенными общественными организациями в Нью-Йорке и Вашингтоне. Гости нашего университета сегодня – руководители этой организации Джеффри Бланк и Джейсон Бланк. Визит братьев Бланков в Беларусь, насколько мне известно, будет проходить с 10 по 23 января. И все это время будут сопровождать их представители Белорусского республиканского союза молодежи, которые участвуют, поскольку именно у этой общественной белорусской организации запланирован ряд совместных мероприятий с этой неправительственной американской организацией. Поэтому я хотела бы еще представить гостей нашего университета. Олеся Маринич, специалист отдела международных связей ЦК БРСМ. Венско Татьяна, второй секретарь обкома БРСМ. Борищик Татьяна, первый секретарь горкома БРСМ, кстати, выпускница нашего университета. Есть еще один секретарь, тоже выпускница нашего университета, Ольга Кушнир. Покажитесь. Так что практически все свои. И я думаю, самое время передать слово нашим гостям. Джеффри, Джейсон, кто начнет? Вот, пардон, я пропустила еще одного очень важного выпускника. Вот все, что близко, теряется. Еще один очень важный выпускник – это начальник отдела по делам молодежи Брестского облисполкома Александр Андреевич Власовец, выпускник исторического факультета. Все, я предлагаю передать слово нашим гостям. Переводить будет тоже наш студент, зовут его Олег. Олег, помогайте нам в этой встрече. Пожалуйста. Well, it's an honor to be here in Belarus and especially in Brest. То есть это большая честь для меня быть в Беларуси и в Бресте непосредственно. The week that my brother and I have been here has been one of the most joyful and meaningful weeks of our life. Та неделя, которую мы с моим братом провели в Беларуси, была одна из самых интересных и приятных недель нашей жизни. Aside from learning the objective truth about Belarus, the experience has been deeply enriching to us. То есть до того, как мы приехали в Беларусь, то есть у нас были такие субъективные представления об этой стране, но после того, как мы здесь уже пробыли, то есть получили какой-то опыт, то есть оно очень изменилось в лучшую сторону. A lot of the positive things I say about Belarus, you might not be able to understand or even appreciate. То есть много вещей, хороших вещей, которые я могу сказать о Беларуси, вы не сможете оценить и понять вообще. Because that's all you know, that's all you've seen, that's all you've lived. Потому что это как бы мы прожили это, мы это все видели, мы это все понимаем, то есть для нас это банально. But I come from a very different society, America. Но я приехал из совершенно другого общества, которое называется Америка. And you have many perceptions of America, mostly from Hollywood and the mass media. У нас есть много представлений о США, Америке, и прежде всего это из средств массовой информации и от Голливуда. But these create deep distortions about what America is really like. Но они как бы создают огромное искажение той Америки, которая она на самом деле является. In Belarus, you actually have a much higher degree of civilization than America. В Беларуси у нас гораздо более высокий уровень цивилизации, нежели в Америке. Social development, Социального развития, human development, человеческого развития, cultural development. культурного. Something you probably can't even appreciate, but the big pedestrian walkways along the streets. То, что вы не можете даже оценить, но вот пример тому, как наши пешеходы пересекают улицу пешеходным переходом. Where you could walk along the street and feel like a human being. То есть ты можешь идти по улице и чувствовать себя настоящим человеком.
The city I live in and nowhere in America does that exist. То есть в городе, в котором он живет, и вообще в целой Америке такого нет. The city I'm from has 10 million people in just the city, В городе, в котором он живет, только 10 миллионов жителей непосредственно в его городе. more than your entire country. Больше, чем во всей нашей стране. Yet we're forced to be packed in like sardines on the sidewalk, И нас, like animals. и нас заставляют, то есть мы вынуждены быть упакованы практически как сардины в банке, то есть все вместе. Little things here you appreciate and take for granted don't exist in America. То есть многие вещи, которые у нас, опять же, здесь существуют, они не существуют в Америке, и как бы, то есть мы их не ценим, но они ценятся вот с их стороны. For example, one of the nights we were here, our hostess took us to the ballet. Вот одним вечером, когда мы тут были, то есть наша коллега, девушка, которая с ними работает, Олеся, я так понимаю, взяла их с собой на балет. You might ask, well, that's nice, but that's not very interesting. Вы можете сказать, что это, конечно, мило, но, наверное, не очень интересно. But at the ballet, I saw the people of Belarus, plumbers, truck drivers, janitors, with their family, with their children. Но на балете в нашей стране он увидел огромное количество рабочих людей, как, например, сантехников, трактористов и так далее, то есть рабочих людей со своими семьями, Dressed in nice clothes, одетые в цивильную, хорошую одежду, appreciating ballet. которые наслаждались и ценили балет. But the reality is, the country I'm from, this wouldn't exist. Но в реальности в его стране такого бы, это невозможно, то есть такого не существует. These modest people could never afford to go to the ballet. Такие скромные, средние люди никогда бы не смогли себе позволить пойти на балет. You might find that hard to believe. Вам может показаться этим, то есть в это сложно поверить. And what's worse about America, И что как бы стоит сказать в Америке, even if working people could afford to go to the ballet, даже если бы рабочий класс мог себе позволить пойти на балет, they still wouldn't. они бы все равно не пошли. They'd have no ability to appreciate it. У них нет возможности оценить это. They would have never been exposed to it. Они никогда бы как бы не смогли подняться на такой достаточно высокий уровень. A cultural event like that is reserved only for the rich. Это такое культурное событие, оно создано непосредственно для богатых. These are just some of the many beautiful experiences I had in Это лишь Belarus. один из многих многочисленных приятных опытов, приятных впечатлений, которые у меня были в Беларуси. I'm afraid I'd waste the entire conference talking about all of the beautiful things your country and, more importantly, your society has to offer. Но я боюсь, что я бы потратил всю нашу конференцию, весь наш разговор, все время говоря о этих прекрасных вещах, которые есть в нашей стране, непосредственно наше общество прежде всего. I came here to talk about political repression. Я приехал сюда поговорить о политических событиях, о политике. So I should take on that task. То есть я должен непосредственно заняться этим заданием. Why did I come here then? Зачем я сюда приехал вообще? I initially had the idea to come to Belarus to talk about political repression in the US. Первоначально у меня была идея такая: приехать в Беларусь и поговорить о политических репрессиях в Соединенных Штатах. Sometime after March 2006, Некоторое время спустя после марша 2006 года. after there was protests, demonstrations by the opposition against the presidential election. После того, как были огромное количество демонстраций, движений всевозможных, которые были направлены против президентских выборов в США. And before I go on, let me preface this discussion with the objective. Let me tell you the imagery of Belarus in the United States. Прежде чем как я продолжу, дайте мне вначале расскажу предысторию такую, как вообще воспринимается Беларусь в США, о имидже Беларуси. You might not have a deep enough appreciation for the way Belarus is viciously lied about in the US media. Вы можете даже не понимать, не представлять себе, насколько серьезно, насколько порочно наша страна оболжена в США. You might not take it seriously То есть вы можете не воспринять это серьезно. because you're busy living your lives and not worrying about the United States. Потому что вы живете своей жизнью и не волнуетесь о Соединенных Штатах Америки. Это вас не интересует. But the reality is the rulers of the US
tell vicious lies about Belarus. Но правда в том, что правительство Соединенных Штатов говорит достаточно порочную, такую грубую ложь, то есть лжет так достаточно грубо о Беларуси. Such as, Например, your president is a Nazi dictator. то, что наш президент двинутый диктатор. Буквально. Such as you live in constant fear of the police. То, что вы живете в постоянном страхе перед полицией. That Belarus is a police state where you have to look over your shoulder all the time. То, что Беларусь является полицейским государством, в котором мы постоянно должны оглядываться. That the people in Belarus are starving. То, что люди в Беларуси умирают от голода. They don't have enough to eat. У них недостаточно пищи, чтобы прожить. They go to the store, the grocery store, to find empty shelves. Они идут в магазин, чтобы обнаружить пустые полки в магазинах. Long lines. Длинные очереди. No food. Нет еды. No clothing. Нет одежды. No consumer goods. Нет потребительских товаров. That the people of Belarus long to overthrow this dictatorship. То, что люди в Беларуси, они как бы стараются свергнуть это диктаторство. Of this terrible man, Lukashenko, То есть этого ужасного человека Лукашенко, буквально. who crushes Который раздавливает the slightest criticism мельчайший критицизм with his критику, KGB посредством КГБ and his vicious, violent policemen. и его ужасной полиции. That the people of Belarus long to establish a democracy То, что люди в Беларуси все жаждут установления демократии в стране. like the United States supposedly has. Как предположительно в Соединенных Штатах. You might find these images hard to believe, Нам может показаться вот эти все вещи достаточно трудно вам в них поверить. but I assure you I'm not over-exaggerating. Но будьте уверены, что он не преувеличивает. After seeing the negative imagery about Belarus in response to the March 2006 demonstrations, I was inspired to come here. После того, как он увидел вот эту всю негативную информацию, вот, получил такое негативное впечатление о Беларуси после марша 2006 года, он решил сюда приехать. The U.S. said this was an example of the dictatorship, that 400 demonstrators were arrested. Он говорилось, что Беларусь это яркий пример диктаторства, где 400 людей было арестовано на демонстрации. Assuming this number, 400, is true and wasn't over-exaggerated, Вообще, по-моему, эта цифра 400 человек была на самом деле такая и не была преувеличенной. I found this accusation laughable. И мне показалось это обвинение смехотворным, смешным. Because in the United States, shortly before that, Потому что в Соединенных Штатах незадолго до этого almost 2,000 people were arrested Аж at an две- anti-Bush demonstration. 2000 человек было арестовано на демонстрации бушевской против него. Антибушевской, ну, против него. 2,000 people is more than 4 times 400. 2000 людей это в 4 раза больше, чем 400 людей. How does the United States have the nerve to make this accusation about Belarus? Какое право имеют Соединенные Штаты делать обвинения в сторону Беларуси? In fact, the 2,000 people arrested in the United States were being completely peaceful. Вообще-то, что эти 2000 людей, которые были арестованы в Соединенных Штатах, они были достаточно мирными, то есть мирная демонстрация. The demonstration was orderly and peaceful. А демонстрация была разрешенная, то есть она проходила во всех рамках и была мирной демонстрацией. Listen to every directive of the police officers. Послушайте любого главу полицейского департамента. Yet 2,000 people were arrested illegally. То есть 2000 человек было арестовано нелегально, незаконно. They committed no crime. Они не совершали никаких преступлений. Well, if the police arrest people who don't commit a crime, Когда полиция арестовывает людей, которые не совершают преступления, what's the explanation for these arrests? какое объяснение должно быть для этих арестов? The answer is obvious. Ну, то есть ответ достаточно очевиден. Political repression. Политические репрессии. I compared this to the imagery of Belarus, Я сравниваю это с имиджем Беларуси, where
the puppets of the U.S. propaganda machine Там, где марионетки американской власти, американской машины, так сказать. groups like Human Rights Watch, Такие группы, как Общество по защите прав человека. which are supposed to defend human rights. Те, которые должны защищать человеческие права. They would yell about the political repression and human rights violations in Minsk. Они начинают кричать, выступать яростно против нарушений прав человека в Минске. And they would show pictures of riotous mobs, Они будут показывать вам фотографии различных банд и бунтов. throwing bricks and rocks at the police. Людей, которые кидают камни, булыжники в полицию. And the police holding shields being pelted with rocks and bottles. И полицейские, которые держат щиты, которых обкидывают бутылками и камнями. And people were arrested at this riot. И люди были арестованы на этом бунте, на этом восстании. And they accused the police of political repression. И они обвиняют полицейских в политических репрессиях. But at the same time, in the United States, peaceful demonstrators Но, с другой стороны, американские мирные демонстранты are being arrested арестовываются by the thousands, тысячами. charged with false allegations, Обвиненные, которым даются вымышленные обвинения, prosecuted in the courts, обвиненные в судах, yet did nothing wrong. которые, тем не менее, ничего плохого не сделали. I decided it would be good if I could go to Belarus and tell the people what the United States is. Stop. Where was Human Rights Watch when peaceful demonstrators in the United States were being arrested? Где организация по защите прав человека была, когда в Соединенных Штатах был арестован этот представитель мирных демонстраций? I don't recall Human Rights Watch accusing George Bush of being a dictator. Я не могу вспомнить момента, когда эта организация по защите прав человека обвиняла Буша в том, что он является диктатором. I don't recall any serious criticism of this example of police repression. Никогда не мог бы вспомнить, то есть даже легкого намека на какие-либо обвинения в его адрес по поводу вот этой полицейского государства и ареста людей. I then decided it would be useful if I could visit Belarus and tell the objective truth of what the United States was like internally. Я решил, что было достаточно неплохо посетить Беларусь и рассказать всю правду о том, как наша страна обложена и как на самом деле обстоят дела. Восприятие Беларуси в США. I thought the information I had would arm the people of Belarus with a perspective. Я думаю, что те слова, которые я вам скажу, ту информацию, которую я вас донесу, она как бы вооружит наших людей с перспективой, то есть пониманием, мыслью. So they could deflect these false accusations against their country, against her country. То есть, чтобы мы могли отвести эти ложные обвинения от нашей страны. And as we say in America, throw it back in George Bush's face. То есть, как мы говорим в Америке, кинуть это обратно в лицо Джорджу Бушу. That you accuse Belarus of political repression, И вы обвиняете Беларусь в политических репрессиях for breaking up riots. за то, что мы подавляем какие-либо восстания. Your government breaks up peaceful rallies. Наша страна ведет достаточно мирное существование. Arrests demonstrators only to silence their message. Что арестовываются наших повстанцев только для того, чтобы сделать их послание тихим. Буквально, да. I'm going to show a short documentary Я вам покажу небольшой документальный фильм, because I believe seeing is believing. потому что я считаю, что лучше 100 раз увидеть, чем 1 раз услышать. Now this documentary was basically homemade. Вообще-то это было такое домашнее видео, то есть сделанное дома. It won't compare to Die Hard or Lethal Weapon 3. Ну, то есть не может быть сравнено ни с какими блокбастерами, такими как «Смертельное оружие» и так далее. But it shows objectively the type of regular occurrences that happen in the United States. Но оно показывает объективное состояние вещей в США. I understand
there's a language barrier here. Я понимаю, что между нами существует языковой барьер. And we tried desperately to get the documentary translated and subtitles put in. То есть мы отчаянно пытались перевести этот документальный фильм и поместить там субтитры. But besides the actual accurate translation, technically it was very difficult to put the Cyrillic in the video. Но несмотря на то, что перевод был достаточно качественно сделан, с технической точки зрения было достаточно сложно поместить эти субтитры в такое домашнее видео. We haven't given up on this task, but it wasn't done yet. Мы, то есть, не сложили руки, как говорится, мы еще занимаемся этим, но еще пока этого не сделали. So I want to give a brief outline of what the documentary is about, so you have more of a perspective. Я бы хотел немножко вам рассказать о том, о чем фильм будет, чтобы у вас было хоть такое общее представление. The documentary is about Ну, оно a small group of anti-war demonstrators о небольшой группе демонстрантов, who assemble always peacefully которые всегда собираются мирно in a famous square in Manhattan, New York City, на достаточно известной площади в Манхэттене, Нью-Йорке. Union Square Park, Union Square Park, так называется площадь. and start having small anti-war rallies. И которые начинают там проводить свои собрания, то есть дискуссии какие-то мирные. We call them speak-outs, Они называют это speak outs. Дословно высказывает каждый человек свое мнение. with anti-Bush banners, anti-Bush banners, placards, с signs, различными плакатами, баннерами, то есть флагами. and a small electronic megaphone. И маленьким электронным мегафончиком. So the speakers could be heard over the enormous background noise in Manhattan. С целью того, чтобы спикера можно было бы слышать на достаточном расстоянии из-за шума, который постоянно присутствует в Нью-Йорке. Imagine the background noise in Minsk То есть представьте себе вот этот побочный шум в Минске and times it by 1000. и умножьте его на тысячи, увеличьте. Вы будете иметь представление. The police then, in response to our rally, started arresting the speakers. И полиция начала арестовывать спикеров с этого собрания, так сказать. A lot of the video is going to deal with the police's use of the permit ordinance to silence the speaker. И много очень времени на видео будет отведено тому, как полицейские пытаются заставить, опять же, спикеров молчать. The police would say, you don't have a permit for the small megaphone. Полицейские будут говорить, что у вас нет разрешения на этот маленький мегафон. We would ask, is the volume loud? Мы спрашиваем, разве он громко звучит? Слишком? Нет. Нет. Are we disturbing anyone? Мы кому-нибудь мешаем? Спрашиваем мы. Нет. Нет, не мешаем. Are we creating any problem at all? Мы создаем какие-либо проблемы вообще? Нет. But they would still arrest the speakers. Но, тем не менее, они все равно арестовывают спикеров. This gave us a deep insight into how political repression worked in the US. Это дает нам глубокий взгляд, то есть изнутри, на то, как политические репрессии работают в США. It became clear that the police were using the permit ordinance as an excuse for political repression. Это яркий пример того, как полицейские использовали вот эти права, то есть установки с целью того, чтобы арестовать людей. То есть, But it gets worse. но это того стоило. In the documentary, В документальном фильме they don't even stop at just charging the speaker with using the bullhorn without a permit. то есть они даже полицейские даже не употребляют, то есть не анонсируют, так сказать, тех обвинений, которые будут представлены спикером. But the police and the prosecutors make up many false allegations. Но обвинители и полицейские делают огромное количество ложных заявлений. Outright lies. Они лгут And prosecute и the обвиняют, speakers. обвиняют спикеров. Говорят, Being the main speaker and the best speaker. но он говорит, что он был лучшим и главным спикером на площади. They do this to me. И они с ним это тоже сделали, как понимаете, арестовали. They charged me with many charges
and I was facing many years in prison because of this. Они обвинили его, представили ему огромное количество обвинений, ему светило, как мы говорим, много лет в тюрьме. This alone destroyed our rally, and it no longer exists. Только это как бы одно уничтожило их вот это вот сообщество, которое больше не существует. From here, all of our energy went into the campaign to have these false charges dismissed. То есть целый год наших усилий ушел на то, только чтобы как бы избавиться от этих ложных извинений. To have this unconstitutional permit restriction repealed. На то, чтобы это неконституционные обвинения эти, опять же, отвернуть от себя. And to see that I don't get sent to prison. И как бы убедиться в том, что меня все-таки не посадят. Unfortunately, I was convicted of some serious charges, relatively serious К charges. сожалению, меня обвинили в достаточно серьезных вещах, то есть серьезные обвинения представили. After what was essentially a kangaroo court. То, что после того, что мы так назвали суд кенгуру. But fortunately, after the massive public outrage, После массового общественного как бы резонанса, как мы говорим, the judge received hundreds of letters. Судья получил огромное количество писем. There were many protests outside the courthouse. Было огромное количество протестов за стенами зала суда. All of the court proceedings were packed with supporters. То есть все судебные заседания были заполнены представителями, которые поддерживали их непосредственно. In response, the judge gave a very lenient sentence. И благодаря этому как бы судья дал достаточно ограниченное такое наказание. But in spite of this lenient sentence, Но несмотря на это, I'll have criminal charges against me for the rest of my life. но у него как бы на нем будут висеть эти криминальные обвинения до конца его жизни. And never be able to hold thousands of jobs and positions in the И United никогда States. в жизни он не сможет занимать тысячи работ или каких-либо постов в США. Now, I'm not here seeking any help. Я здесь не для того, чтобы искать какую-либо помощь, поддержку. For the most part, my legal situation is resolved for better or worse. Моя как бы моя ситуация это как бы результат того, чем мы как бы занимались. I'm here to help the people of Belarus, Я здесь, чтобы помочь людям Беларуси, to arm the people of Belarus with the reality вооружить нас реальностью, of what's happening internally in the United States. то есть пониманием того, что на самом деле происходит в США. And I'm going to build on what happened to me. И я собираюсь как бы, опять же, это основать на том, то есть основываться на том, что произошло со мной непосредственно. And establish that this is the basic modus operandi of the United States. И то, что как бы это и есть сущность США на самом деле. That this is how the United States responds to opposition. Это то, как США отвечает оппозиции. No matter how peaceful, Неважно, насколько бы мирная она была. no matter how law-abiding, Неважно на то, насколько no лояльна. matter how civil and civilized. Неважно на то, насколько она цивильной была, то есть цивилизованной. That's why I laugh when George Bush makes these vicious accusations against Belarus. Вот почему я смеюсь, когда Джордж Буш делает эти обвинения в адрес Беларуси. Now, before we turn on the DVD, Перед тем, как мы обратимся к DVD, фильму, I know you have very little contact with Americans. я знаю, что у вас было очень мало контактов с американцами, то есть общения. And you may have many questions about Americans on a personal level. И у вас может возникнуть огромное количество вопросов о американцах в частных вопросах таких. But I didn't come here to talk about Hollywood Но я не приехал сюда, чтобы разговаривать о Голливуде or television, или о телевидении, the US media. о средствах массовой информации США. But after the presentation, I'll gladly answer any questions about people's personal lives in the United После States. презентации я с удовольствием отвечу на огромное количество вопросов, связанных с частной жизнью американцев. Right now, I'd like to focus
on the question of political repression Сейчас мне хочется сфокусировать свое внимание на вопросе политических репрессий в США, within the United States внутри США, and show examples и показать of the примеры, United States' response и показать результаты того, примеры того, как США как бы само отвечает to people exercising freedom of speech на то, как люди пытаются and assembly воплотить в жизнь понятие такое, как право голоса, within her borders. и то, как она на это реагирует. Before we go on, Перед тем, как мы продолжим, I know this might be difficult for the Belarusians, я знаю, что достаточно сложно может быть для белорусов, but could everyone turn off his cell phone? но, может быть, вы все сможете выключить свои мобильные телефоны. They've already done it. Excellent. Замечательно. That's one of my few complaints about Belarus. Это один из немногих его жалоб, одна из немногих жалоб по поводу белорусов. The cell phone etiquette is a little Культура мобильных телефонов и Disruptive. обращение ими немножко, да, она у нас такая еще недоразвитая. no place can be perfect. Да, ну нигде не может быть совершенно Before I go on, I do have a second complaint. Еще есть второе небольшое такая жалоба перед тем, как продолжим. We have searched far and near. What? We have searched a lot. Они много искали, Gastronome, понятно, гастрономы, various stores, различные магазины. and although our hostess may disagree, И наша вот девушка, подруга, может нас как бы поддержать в этом. we have been unable to find one of the greatest American delicacies. One of great American what? Delicacies of food. Не смогли найти никаких американских деликатесов. Но тем не менее девушка говорит, что что-то есть, да? Peanut butter. Ореховое масло. Арахисовое. Вот это вот. So when I come back and they ask for the negative, I'll have something to tell them. Ну, и то есть, когда я вернусь, и меня спросят о негативных чертах страны, у меня есть что-то, But то, no- что я им скажу. But in all seriousness, Но это не серьезно, как бы, это не всерьез. let's turn off the lights Давайте and выключим свет, watch the documentary. посмотрим документальный фильм.